Всем привет! Вы на канале Lyrics. После нашего первого выпуска о любимых книгах музыкантов в своих комментариях вы так часто упоминали Джона Рональда Руэлла Толкина, что мы решили долго не ждать и сегодня сделать ролик об отражении его потрясающей вселенной в популярной культуре. Кстати, спасибо вам большое за эти комментарии. В моей жизни Толкин тоже значил и значит очень-очень много. Да и вряд ли есть в мире еще один писатель, который бы так повлиял на становление мировоззрения сотен поэтов, художников и, конечно, музыкантов совершенно разных жанров и поколений, от хэви-металла до русского хип-хопа. Миры распадались во тьме на сто, покуда мертвые кумиры взирали со стен во двор. И материала здесь хватит на целую серию роликов. Сегодня только первый эпизод. Да, и обязательно досмотрите это видео до конца. В финале расскажу историю одного суперхита, который с Толкиным можно связать, в последнюю очередь. И тем не менее, факт остается фактом. Написан он по мотивам одного из самых драматичных моментов «Властелина колец». Ну а начнем мы сегодня с текста песни, интро которой раздражает продавцов музыкальных магазинов. Почему-то многие начинающие гитаристы тестируют тембр инструментов именно на интро-визитке Led Zeppelin. С этим одним из самых узнаваемых вступлений в истории рок-музыки связана одна темная история, свет на которую пролил Саша на канале Long Play вот в этом выпуске. Кстати, друзья, 3 апреля, ровно год с момента публикации первого видео на канале Long Play. Поэтому, дорогой Саша, бро, поздравляю с первым юбилеем. И вы, друзья, обязательно поздравьте Сашу в комментариях к этому видео. Итак, текст «Stairway to Heaven». Вообще, как-то так получилось, что музыкальный гений Джимми Пейджа, Джона Пола Джонса, Джона Бонема, да и самого Роберта Планта затмили поэтический талант вокалиста Led Zeppelin. А между тем, тексты «Лестницы в небо», «Кашмира» или «Последнего боя Ахиллеса». Ведь просто потрясающе образные и невероятно красивые, и многими признаются одними из самых ярких образцов рок-поэзии 20 века. И автор этих текстов — Роберт Плант. Сам же Плант с юности был огромным фанатом Толкина. В дискографии Led Zeppelin есть песни, которые, очевидно, напрямую отсылают к событиям из «Властелина колец». На них мы остановимся чуть позже. А вот насчет того, имеет ли отношение Stairway to Heaven к миру Средиземья, и среди фанатов Толкина, и среди фанатов Led Zeppelin до сих пор согласия нет. Сам Роберт Плант в интервью прямо на этот вопрос не отвечал. Ну или, если отвечал, то интервью эти не сохранились. Но есть очень интересные разборы текста Stairway to Heaven, которые доказывают, что все-таки, да, один из главных рок-хитов всех времен основан на легендариуме Толкина. Вот, например, строчка. В своих мыслях я вижу кольца дыма, поднимающиеся над кронами деревьев. Это же очевидная отсылка к фокусам Гэндальфа с курительной трубкой. Но это достаточно просто. Есть намного более интересные интерпретации, которые выходят за пределы «Хоббита» и «Властелина колец» и доказывают, что в «Stairway to Heaven» Плант ссылается на события из «Сильмариллиона», приквела к «Хоббиту» и «Властелину колец», грандиозному эпосу Средиземья, который был написан Толкиным намного позже, после завершения работы над трилогией. Так, например, само название «Лестница в небо» — это о возвращении в Валинор, край во вселенной Толкина, где обитают бессмертные существа. Расположен он далеко-далеко на западе, за Великим морем. Собственно, в финале кинотрилогии Питера Джексона Фродо, несмотря на то, что хоббиты — смертные существа, ввиду своих выдающихся заслуг отправляется как раз в Валинор.
Но мы же с вами понимаем, что главная героиня лирики Stairway to Heaven все же женского пола. Поклонников Led Zeppelin вот уже полвека мучает вопрос, кто эта загадочная леди? Друзья, судя по всему, ответ на этот вопрос такой. Героиня «Лестницы в небо» — могущественная эльфийская королева Галадриэль. Какие ваши доказательства? Сейчас будут доказательства. Смотрите, во время событий, описанных в Сильмариллионе, Галадриэль покидает страну бессмертных Валинор и остается на долгие-долгие годы в Средиземье. Но, конечно, не может забыть свою прекрасную родину и мечтает о возвращении. Когда я смотрю в сторону запада, мой дух молит о возвращении. Почему же Галадриэль молит о возвращении и не может вернуться в Валинор? Она же всемогущая владычица эльфов. Все дело в том, что Галадриэль принадлежит к эльфийскому племени Нолдор, на которое, исходя из событий Сильмариллиона, было наложено проклятие бессмертных существ, духов стихий Валар. В соответствии с этим проклятием эльфы Нолдор не могут вернуться в Валинор. Но, как вы помните, Галадриэль все же в Валинор возвращается. The time has come for the dominion of men. Как ей это удалось? Господин ведущий отвечает Роберт Плант. And she's buying stairway to heaven. Она покупает лестницу в небо. Свой обратный билет в Валинор королева Галадриэль покупает у Валар, когда Фродо предлагает отдать ей кольцо. You offer it to me freely. Кольцо искушает ее абсолютной властью над миром. Но Галадриэль проходит это испытание, отказывается от абсолютной власти и понимает, что теперь она сможет вернуться на запад, в Валинор. I pass the test. I will diminish and go into the west. Еще раз напомню строчки Stairway to Heaven. There's a feeling I get when I look to the west. Когда я смотрю в сторону запада, And my spirit is crying for leaving. мой дух молит о возвращении. И еще одна строчка. With a word she can get what she came for. Всего одним словом она может заполучить то, ради чего она здесь. И слово это «нет». Отказ от кольца всевластия. Слово, которое позволяет ей вернуться домой. Есть в песне еще несколько менее явных отсылок к событиям с участием Галадриэль, но главная загвоздка все же в проклятии Валар. Дело в том, что Stairway to Heaven вышла в 1971 году, а Сильмариллион, где описывалось то самое проклятие, был опубликован только в 1977. Вот поэтому, собственно, принято считать, что леди из Stairway to Heaven никак не может быть Галадриэль, просто потому что Плант не мог знать о проклятии Валар и строить вокруг него лирику «Лестницы в небо». Но, друзья, все же мог. В 1967 году вышла книга «The Road Goes Ever On», сборник стихов и песен Толкина, который тот сочинил для своего легендариума о Средиземье. Было в этом сборнике стихотворение «Намария», написанное Толкином на одном из выдуманных им эльфийских языков. Второе название этого стихотворения — «Плач Галадриэль в Лориэне». В пояснении к стихотворению Толкин впервые рассказывает о проклятии, наложенном Валар на Галадриэль и эльфов из клана Нолдор. А в предисловии к одному из последующих изданий «The Road Goes Ever On» Толкин писал: «Пояснения, данные в этой книге до публикации Сильмариллиона, являлись единственным достоверным источником информации о событиях первой эпохи Средиземья». Конечно, это только версия. Подтверждения ее от автора Роберта Планта у нас нет. Но, учитывая
то, что со стопроцентной достоверностью текст песни Led Zeppelin «The Battle of Evermore» описывает битву на Пеленорских полях из «Возвращения короля». Учитывая, что текст песни «Rumble On» со стопроцентной достоверностью отсылает к миссии Фродо и Братству Кольца, там даже Голлум упоминается. Учитывая, что песня «Misty Mountain Hop» была со стопроцентной достоверностью вдохновлена «Хоббитом». И, наконец, учитывая то, насколько глубоко Роберт Плант разбирается во вселенной Толкина, версия о том, что «Stairway to Heaven» все же посвящена судьбе владычицы Галадриэль, выглядит весьма и весьма убедительно. Не остался в стороне от вселенной Толкина и великий и ужасный Оззи Осборн. В 70-м году вышел дебютник Black Sabbath, который сегодня считается первым хэви-метал альбомом в истории. Пластинка сразу же очень высоко поднялась в чартах и в Великобритании, и в США, во многом благодаря второму номеру на диске, песне «Wizard» — «Волшебник». Чуть позже она вышла еще и бисайдом на сингле Paranoid, который сделал Black Sabbath суперзвездами планетарного масштаба. Этот образ волшебника настолько закрепился за Оззи Осборном, что спустя 10 лет он снова использует отсылку к нему в своем первом сольнике, альбоме Blizzard of Oz. Тут, конечно, сплошная игра слов. В названии дословно его можно перевести как «Буря страны Оз». Здесь и отсылка к волшебнику из страны Оз, волшебнику изумрудного города, там такое название ближе. Здесь и игра с именем самого Оззи, но главная игра слов тут, конечно, Wizard и Blizzard, волшебник и буря. Уже после выхода сольника Wizard стала одной из кличек самого Оззи Осборна. Что же касается исходника песни Wizard с дебютного альбома Black Sabbath, то достаточно распространенной долгое время была версия о том, что под волшебником музыканты подразумевали своего драг-дилера. Дескать, приходит волшебник и приносит всем счастье. Тони Айоми, гитарист Black Sabbath, в одном из интервью выдвинул свою версию. Дескать, удолбанные в хлам Оззи и басист группы Гизер Батлер шатались по Лондону и увидели возле какого-то клуба неадекватного паренька, который прыгал, бегал, танцевал, дурачился и совершал какие-то странные телодвижения. В их состоянии сознания музыканты решили, что это волшебный эльф. Вот, дескать, он и послужил прототипом для Визарда. Проблема, правда, в том, что Тони Айоми не является автором текста песни. Его написал басист Гизер Батлер, который уже много позже рассказал журналистам, как все было на самом деле. Он сказал: «Ребят, да успокойтесь вы все. В то время я как раз читал «Властелина колец». Наш Уизард — это Гэндальф». Песня о нем. Все. Конец истории. Я небольшой специалист в русском хип-хопе, но совершенно точно могу сказать, что на этой сцене есть очень большие поэты. Оксимирон прежде всего, конечно. Помню, что когда-то его концептуальный, мощный, цельный альбом «Горгород» просто открыл для меня жанр совершенно неожиданной стороны. Ну и, конечно, в контексте нашей сегодняшней темы невозможно не вспомнить средоточие зла во вселенной Толкина, плато Горгород в Мордоре, место, где находится Барад-дур, черная башня со всевидящим оком Саурона. Место, где расположена роковая гора Оrodruin, в недрах которой было выковано и уничтожено кольцо всевластия. Кстати, на выдуманном Толкином эльфийском языке Синдарин Горгород означает «ужас». Любители блэк-металла, конечно, тоже узнали название известного норвежского коллектива.
Горгород Оксимирона — это такой Вавилон, сердце тьмы, внутри которой герой альбома ищет себя. Здесь аллюзия к Толкину более чем очевидна. Долго не будем на ней останавливаться. Скажу только, что Толкин с детства был одним из любимых писателей Мирона. Я нашел его интервью афишу, по-моему, где он признавался, что в детстве даже стащил экземпляр Сильмариллиона из библиотеки. В каких-то интервью Мирон очень хорошо и тепло отзывался о толкинистах и рассказывал, что какое-то время даже тусовался с ними и был частью толкинской братьи. Ну и вот она, самая неожиданная история о Толкине и поп-музыке. Я был ошеломлен, когда нашел поклонников «Властелина колец» в Корее. И это суперзвезды кей-поп, бойс-бенд BTS. В 2017-м вышел их бэнгер «Not Today». Основная часть текста написана на корейском. На английском звучит рефрен «Not Today» — «Не сегодня». И еще несколько фраз. Например, интро. Все аутсайдеры мира. Возможно, будет день, когда мы проиграем. Но не сегодня. Сегодня мы бьемся. Казалось бы, Not Today могла быть просто мощной мотивирующей песней, если бы не всего одна строчка в официальном пресс-релизе по поводу выхода песни. В нем говорилось, что видео на песню было вдохновлено киноверсией «Властелина колец» Питера Джексона. Вот те моменты, где парни танцуют на фоне подсвеченных закатом скалистых гор. Ну ладно, видео. Фанаты BTS и Толкина сразу же вспомнили вдохновенную речь Арагорна перед битвой у ворот Мордора. Сыны Гондора, Рохана, братья. Я вижу в ваших глазах тот же страх, который сжимал мое сердце. Возможно, наступит день, когда мужество оставит людей. И мы предадим друзей и разорвем все узы дружбы. Но не сегодня. Не сегодня. Сегодня мы бьемся. Вот так топовый хит корейского бойс-бенда BTS «Not Today» написан по мотивам речи Арагорна перед решающей битвой с силами тьмы. For Frodo. На этом будем расставаться. Мы обязательно продолжим путешествие по вселенной Толкина, отраженной в популярной культуре. Расскажем и о Blind Guardian, и о Марке Болане из T-Rex, и о Сиде Барретте из Pink Floyd. Но не сегодня. А сегодняшний выпуск мне хотелось бы завершить отрывком из интервью Бориса Гребенщикова, лучше которого, на мой взгляд, о нашем сегодняшнем герое не сказал никто. Толкин сконструировал реальность целиком. И такая реальность подошла не только мне, а еще миллионам людей по всему свету. Эта реальность оказалась настолько близка, нужна и необходима для повседневной жизни. Причем не как бегство, а как дополнение, необходимое расширение понятия о том, что такое жизнь вообще. И то, что описано Толкиным, для меня сегодня наиболее реальное из того, что я вижу вокруг. До встречи через неделю.